Всем привет, ребят! Ну а сегодня у нас будет лайфхак. Я думаю, вы все любите лайфхаки, да, и последнее время у меня на канале было очень мало практики, поэтому я решила этот вопрос исправить, а также дать небольшие ценные советы для людей, которые недавно совсем на моем канале. Ну а те люди, которые смотрят мой канал давно, для них это будет не лишним напоминанием. Я думаю, вообще, в принципе, по темам, в том числе по теме болезни, для того, чтобы немного освежить память. Но мы с вами будем рассматривать сегодня не всю тему болезней, а конкретно головную боль. И для тех, кто смотрит меня совершенно недавно, либо просто сейчас залетно вообще зашел на канал, это будет, наверное, рубрика из «Невероятно, но факт». Потому что то, что я буду рассказывать дальше, как излечить головную боль, как избавиться от головной боли без единой таблетки, та техника, которую я дам, для многих это, наверное, будет просто какой-то... Да нет, не может быть такого, в принципе. Но поверьте мне, если вы примените этот способ на практике, он у вас будет работать. И это опробовано уже не на одном человеке, ни один человек просто избавлялся при помощи этой техники от головной боли. И я думаю, после сегодняшнего ролика таких людей станет намного больше. Ну а мы начнем. На самом деле... Та тема головной боли, которую я сейчас хочу поднять, это тема продолжения темы вообще. То, что мы разбирали с вами последнее время перед Новым годом, ту тему, которую я активно начала поднимать, то есть это опять же тема тех самых сущностей, тема астральных нападений, тема магии там и всего прочего. Так вот, с чего мы начнем? Начнем мы, наверное, грубо говоря, с матчасти, то есть с каких-то основ, и вообще разберем, что такое головная боль, как она начинается. Я знаю, что многие здесь, да, может быть, кто смотрит, многие уже знают, что это такое, но многие, кто сейчас смотрит канал, они думают, что головная боль это такая норма, это что-то, потому что там давление на улице, потому что там еще какие-то непонятные факторы, потому что вы там кофе утром не выпили, или у вас голова болит от того, что кто-то там кричит, орет, какая-то жизнедеятельность, шум, гам вокруг вас, и вы такие: помолчите, помолчите, дайте мне немного тишины, у меня болит голова. Но на самом деле все немного не так. Для тех, кто не знает, или для тех, кто недавно на моем канале, или залетный, опять же, напомню, что я являюсь видящей, то есть я вижу тонкий план с детства, как бы я чувствую энергии, которые есть там, в моем теле, в окружении, то есть в воздухе, грубо говоря, все вот это вот. Я эти ощущения ловлю, я могу понимать, какие процессы происходят и так далее. Так вот, с моего опыта, опять же, и здесь я на этом канале делюсь с вами своим опытом. Наверное, вообще каждый знает вот этот вот момент, когда ты сидишь такой, у тебя все хорошо, все вроде нормально, а потом раз и резко, просто резко, как будто дрелью там какой-то, или пилой, или там молотком, тебе начинают просто по голове, вот прям сверлить тебе начинают висок там, или, я не знаю, макушку, или там шею, просто начинает простреливать ни с того ни с сего, то есть головная боль это что-то такое, что появляется внезапно, это что-то такое, что начинает как нападать на тебя. Да даже мы сами, когда начинаем вообще говорить о головной боли, мы начинаем сравнивать ее вот именно с тем, что что-то там сверлит мне голову, что-то там резко прям началось, там давление в виски или еще что-то. И многие воспринимают это за норму, то есть что начинается вот такое вот давление на их голову, начинается вот этот вот боль, и они такие: ой-ой-ой, резко голова заболела, и при этом они считают, что это нормальные какие-то процессы, которые происходят в их организме и так далее, но на самом деле нет. И я хочу, чтобы люди, может быть, которые вот сейчас там только услышат мой канал, и то, что я скажу дальше, скажут: да ну что за бред вообще? Но попробуйте сначала не вот так вот, что да, это бред, а попробуйте это сделать и посмотрите, получится или нет, потому что это дальше, то, что я буду говорить, это из разряда необъяснимо, но факт. Тот лайфхак, который я дам, это реально из разряда необъяснимо, но
но факт. Получается, смотрите, когда мы сидим, нас резко начинает долбить голову, что происходит на самом деле на тонком плане. На тонком плане происходит то, что на нас совершается нападение. То есть на самом деле люди, которые давно смотрят, они уже знают о том, что я часто говорю, что проявления физические какие-то болевых ощущений, допустим, там головная боль в спине, болит спина, там шея, да, между лопаток, поясница, это все не просто там боль от того, что у вас там остеохондроз, не просто боль от того, что у вас там болят лопатки, еще что-то. Это боль от того, что у вас болит место, где идет тонкоплановое воздействие. И очень много людей на моем канале, в том числе я сама, после того, как отодрали просто момент с подключкой от своей спины, отодрали момент там с подключкой от своей шеи, вот место, где лопатки, моментально в эту же секунду просто боль уходит. И это необъяснимо, но факт. То есть проявления, я не отрицаю ни в коем случае физические, да, возможно, это проявления, потому что бывают повреждения физического тела, но в большинстве своем все люди ходят больные, все люди ходят с больной головой, все люди ходят с больной поясницей, тогда не осознавая в большинстве своем, что это является просто тонкоплановым нападением. Они ходят и ищут физические причины, но в большинстве своем эти причины не физические. И так вот, каким образом, я до сих пор вспоминаю вот этот вот изумленный просто взгляд одного человека, который встретился мне на жизненном пути, когда у него резко начала болеть голова, он просто такой: ой, что у меня голова болит. И он тогда все-то не слушал меня, но он знал, что у меня есть какие-то силы, я рассказывала как бы какие-то интересные моменты, которые происходят на тонком плане, из того, что я вижу, все, и он такой: ой, да ну что-то сказки-то какие-то сочиняешь, или ой, да ну ты вот как-то, ну да, вот ты рассказываешь, ну, я вот не верю, ну вот я не верю, он достаточно скептик такой был, не он как бы научный такой больше подход, знаете, к жизни, ко всему. Я такой: я не верю, я вот не знаю, ну не могу я поверить, что вот есть что-то. Но вот в тот момент я помню изумленные его просто глаза, когда у него вот эта вот резкая головная боль, и я просто прикасаюсь рукой к его голове, и у него просто моментально все проходит, и там такие глаза были, вы не представляете, этот человек такой: как? Как ты это сделала? Такого не может быть! Это невозможно! Кричал он мне, вот, я сидела и улыбалась. Так вот, ребят, когда вы сидите, у вас начинается резко головная боль, что вы можете сделать? Как вы можете от нее избавиться? На самом деле никто не имеет права вторгаться в ваше личное пространство. Никто не имеет права нападать, вот просто там мимо пролетать и нападать на ваше энергополе. Никто не имеет права нападать на вас, потому что у вас есть такое понятие, основное правило, которое вообще ко всем душам, ко всем людям применимо вообще. Ко всем. Это свободная воля. То есть никто не имеет права нарушать вашу свободную волю, никто не имеет права просто так подойти там, начать пинать вас там или вторгаться там в вашу голову, сверлить, что-то там делать, потому что если вы против таких действий, чтобы с вами такое происходило, никто этого права делать не имеет. Опять же, знаете, молчание — знак согласия, ну и то, что мы это все воспринимаем за норму, и то, что на нас начали нападать, там что-то там сверлить нашу голову, вторгаться в наше пространство, мы такие: ой, что-то голова заболела, пойду я выпью цитрамончик. Это как согласие определенного рода, то есть мы не сопротивляемся, значит, это можно делать. Так вот, ваша основная задача — это сопротивление. Я думаю, многие сейчас скажут: да как это вообще, это невозможно, но попробуйте, и вы очень сильно удивитесь. Когда в следующий раз у вас начнет болеть голова или что-то такое происходить, просто попробуйте сделать один простой момент. Во-первых, сказать, что вы против этого. То есть прям вот не начинайте сравнивать, не приравнивайте, что головная боль и вы — это что-то одно. То есть не уравнивайте. Очень многие говорят: это моя головная боль,
голова, то, что у меня болит голова, это норма. То есть вот это сразу знак равно, вот это перечеркиваете. То есть вы должны осознать первое, что головная боль – это ненормальное ваше состояние. Головная боль – это не вы. Это не ваш организм, это не реакции вашего организма, ничего. Да, с одной стороны, это реакция вашего организма, но это тоже самая реакция вашего организма, как если бы кто-нибудь просто подошел и начал там тыкать в вашу ногу, я не знаю, там какой-нибудь иголкой там или чем-то, и вы бы почувствовали боль. То есть это внешнее воздействие, которое вызывает болевые ощущения. Поэтому вы должны говорить, что вы против того, чтобы кто-то вторгался в ваше энергетическое пространство. Далее, очень такой простой, но важный совет в практике. Попытайтесь осознать, попытайтесь почувствовать, свизуализируйте, что боль это не просто какая-то абстрактная боль, как мы ее вот понимаем, что боль это что-то конкретное, это как иголка, либо там, я не знаю, вилка там, которой вас тыкают, просто там пытаются как-то вот нападать, тыкают, и вы испытываете боль. То есть вы вот этот вот момент боли, то есть что это какая-то физическая, что-то физическое, то, что вот доставляет вам боль. И вы берете и прям визуализируете и выталкиваете ее. То есть осознайте боль как нечто физическое, что проникает в вашу голову, или что находится на вашей голове, или что там сверлит вас. И прям начинайте внутри отторгать это от себя, прям выдавливать. Вот представьте, как будто в вашей голове, вот где локализируется боль, представьте там какой-то либо пресс, либо что-то, что начинает просто в противоположную от вот этого вот идет, допустим, в висок у вас там давление, да, боль резкая там или еще что-то, и вы изнутри прям из головы выдавливаете ее. Вот прям вот представляете, как вы выдавливаете за пределы своей головы эту боль. Прям начинаете сопротивляться, начинаете выдавливать, начинаете делать запреты, что я против того, чтобы на меня нападали, я против того, чтобы вот это что-то, что сверлит там мне голову, чтобы оно сверлило мне голову. Говорите слово «прочь», то есть прям гоните от себя того, кто нападает, гоните от себя того, кто пытается вот это делать. То есть кричите там о том, что, ну, естественно, не на всю улицу там, что-то мысленно, то есть кричите, что на меня совершено нападение, это нарушение моей воли, начинайте сопротивляться, начинайте прям мысленно кричать, орать, возмущаться о том, да что это такое, кто это тут на меня нападает, там и так далее. Я не давал своего согласия, прочь от меня, прочь. Почему я использую слово «прочь»? Это слово пришло ко мне само, оно пришло очень давно, и это слово, оно самое вот имеет под собой отражение того, что я против, то есть по сути прочь это ты гонишь прочь от меня, то есть прочь против, я против того, что сделали со мной вот это, я против того, чтобы вы нападали на меня, я против, то есть прочь. Это слово, оно наиболее отражает внутренний вот этот вот порыв, который мы должны выдать, потому что наш внутренний порыв это в первую очередь мыслеформа, то есть того, кого мы будем отгонять не словами, а в первую очередь мыслеформой, то есть мыслеформа это что? Это проявление нашей воли. Так вот, проявление нашей воли должно иметь определенный посыл. И вот эти вот слова, они наиболее отражают. Я не рекомендую, особенно новичкам, кто не понимает, как формировать свою мыслеформу и как закладывать мыслеформу, правильную мыслеформу в какие-то слова, которые вы говорите. Я не рекомендую использовать там слово «я запрещаю» там делать, потому что запрет это по сути вы пытаетесь манипулировать волей другого человека, то есть вы говорите «я там тебе запрещаю что-то делать», но это неправильный подход, потому что когда вы говорите, как жить другому человеку, или говорите, как жить там некто кому-то, кто там пытается на вас напасть, допустим, да, тонкоплановому проявлению, вы говорите ему, как жить, то есть вы диктуете ему, ты должен жить так, как я хочу. Если ты говоришь о том, что ты должен жить так, как я хочу, это нарушение воли другого человека, потому что, по сути, когда вот эта вот гадость какая-то тонкоплановая, которая на вас нападает, допустим, да, она тоже хочет, чтобы вы жили так, как она хочет. То есть, понимаете, это нарушение вашей воли тоже,
в том или ином виде. Другое дело, что когда начинается нападение, то есть, а вы не сопротивляетесь, таки пошли пить центрамончик, это говорит о том, что вы как бы типа согласны на то, чтобы она там к вам прицепилась, начала что-то там делать, да, то, что ей нужно откачивать там энергию или еще что-то с вами там проделывать. Так вот, ребят, вот этот момент вы тоже должны осознать. Поэтому я не рекомендую слово запрещаю, потому что этим словом неправильно заложенные мыслеформы этого слова вы можете испортить сам момент, то есть, и если вы начнете ей там что-то диктовать, какие-то, ну, допустим, как ей жить там и что ей делать, то это будет нарушением воли, и по сути она может, ну, также говорить, что это происходит, кто это тут пытается мной манипулировать и так далее, и, то есть не делать то, что вы ей говорите. Поэтому используйте другие слова, используйте другого вида сопротивления, сопротивляйтесь боли, выталкиваете боль из себя, начинаете отрицать, отгонять эту боль. Не то, чтобы отрицать, что я такой сижу, у меня болит голова, я такой сижу, у меня не болит голова, у меня не болит голова. Нет, именно то, что боль – это часть вас, то, что та боль резкая, особенно боль головная, которая у вас там появилась в голове, что это норма, что то, что вам там кто-то дрелью начал там сверлить висок, что это норма, что это какие-то там физические проявления или что-то такое. Нет, не физические, запомните. Любое такое проявление, то, что у вас резко там начали дрелью там сверлить висок или макушку, или там еще что-то, либо прям вот, знаете, в районе третьего глаза прям начали резко молотком забивать гвозди, это проявление тонкопланового нападения. Это значит, что кто-то, грубо говоря, на тонком плане, то есть в астральном своем проявлении, тыкает вас острой вилкой, пытается пробить просто вашу энергосоставляющую, вашу ауру, да, так называемую, вот, ваше энергополе, и от этого вы чувствуете, естественно, физическую боль, потому что ваше физическое тело в матрешке имеет отражение. И кто сказал, что мы не чувствуем какие-то, вот вы говорите, я там не вижу там тонкий план, очень многие говорят, я там не чувствую там энергии, еще что-то. Но если вы этого не чувствуете, если вы этого не понимаете, то а что тогда вот это? Потому что любое нападение, которое на вас совершается на тонком плане, в том или ином виде, совершается там в астрале или еще что-то, вы это все ощущаете физически. Это резкая боль там головная, резкая боль в спине, прострелила вас там, и вы такие, о, меня там прострелило, вообще не понять с чего, я просто там сидел, ничего не делал, у меня резко что-то началось, у меня резкие какие-то вот такие моменты, я там утром встал, и что-то мне ни с того ни с сего вообще в этот день что-то плохо, что-то кружится голова, что-то я какой-то вот такой вот там непонятный, да, как это ламинария такой, по дому просто плыву, в голове моей опилки и так далее. То есть это все проявление в том или ином виде. Ваше физическое тело даже говорит вам, вот, как бы с тобой что-то не так, что-то с тобой не то происходит. Поэтому такие моменты на самом деле должны не вдавать нас в проявление того, что, ой, что-то мне сегодня плохо, пойду я отлежусь или выпью таблетку или еще что-то, а должны вам говорить, как там, знаете, сос, красный сигнал, что на меня совершается какое-то нападение, что-то не так, какие-то энергии пытаются вторгнуться в мое энергетическое поле, вторгнуться в мою реальность, в мое пространство, и вы должны просто начинать это все от себя отторгать, то есть начинать вот эти энергии отторгать, то есть то, что, и опять же у вас есть хороший ориентир, что то, что вызывает у меня вот эти вот проявления физические, вы должны вот это вот все, что я это отторгаю, я против того, чтобы со мной вот это происходило, я против того, сопротивляйтесь. И самое главное, ребят, понятное дело, что когда вы только начинаете, у кого-то это будет срабатывать с момента, что он такой только заметил вот это вот проявление, такой, что это такое происходит, и такой, а ну прочь там из моей головы, и все, и у него сразу же моментально это все пройдет, то есть проявление воли будет четким, а второй человек, который такой будет очень сильно неуверенный, такой, а вдруг не поможет, а вдруг это все там ерунда, но я все равно попробую, такой прочь, и вроде как она уходит, но тут же возвращается, тут же уходит. То есть вы должны четко, вы должны осознать, что момент того, что это все уйдет,
То есть зависит от того, насколько вы будете сопротивляться, потому что то, что вторгается в вас, оно как бы будет вилочкой вас потыкать, вы сказали, а ну-ка прочь отсюда, да, оно такое отошло, а потом такое опять вилочкой вас, а может все-таки можно, и вы должны четко, то есть конкретно четко сказать, что да ты что, блин, конечно нельзя. Ты что, с первого раза, что ли, не услышал? То есть ваше проявление воли, ваше проявление, вот это все должно быть сказал, отрезал. Иначе они вот этот момент почувствуют, как бы, что все-таки не уверенно, может, все-таки можно, то есть и они могут попробовать вас продавить, но вы должны четко стоять на своем, четко стоять на своей позиции, сказал, так, я вам сказал, вот так, что нельзя, значит нельзя. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Живите здорово, живите без головной боли, пользуйтесь лайфхаком этим. И также для тех, кто не смотрел вообще видео на моем канале по теме болезней, я оставлю в конце видео ссылку на полный разбор. Там есть два больших ролика по теме болезни. Там вообще объясняется, что такое болезни, как, зачем, почему. То есть те же самые энергетические алгоритмы, которые в нас кидают, когда мы, допустим, подцепляем чужие энергетические программы, начинаем их прорабатывать, в том числе ОРВИ. Ну, может быть, если кого-то заинтересует, про ОРВИ отдельно снимем ролик. Но я могу сказать по вашим же комментариям, которые вы мне оставляете под моими видео, о том, что если вы понимаете, если вы осознаете эти вещи, те, которые я рассказываю, если вы их начинаете применять правильно в своей жизни, то очень многие люди просто забывают, что такое болезни, просто забывают, что такое ОРВИ и прочее. Будьте здоровы, живите счастливо, ну а я вас всех люблю, целую, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная.